Привет всем любителям вязания! Вы на канале Вязание с Маришуткой Крючочкиной. Сегодня уже 8 ноября, пятница, и я только начинаю снимать вязовлог. Это будет, к сожалению, вязовлог одного дня. Сама не люблю так снимать, но у меня просто не было выхода, не могла я добраться никак до съемки, даже не из-за того, что была большая загруженность, а больше из-за того, что слишком напряженная была неделя. У меня очень сильно сбился сон. Я спала не ночью, а днем. Ну и, соответственно, снимать не было возможности. Причем, ну вот, да, ночью. Ну хорошо, ты не спишь ночью. Ну, пожалуйста, вяжи там, что-то еще делай. Нет же, мне и не вязалось, мне ничего особо и не делалось. Я либо книжку читала ночью, либо вообще просто в сериал втыкала. Вот как-то не хотелось мне почему-то вязать. Не то, что даже не хотелось, а скорее не было сил. Не знаю почему, если честно. Раньше я спокойно вязала ночью. Сейчас я максимум могу вязать до 12, до часу, и все. А дальше у меня уже все, состояние нестояние. Мне нужно, я не знаю, лежать, да, там, спать, не спать, но хотя бы лежать. Ну и вот такой из-за этого итог получился у меня. До сих пор видны такие прям припухшие глаза, хотя сон я уже практически восстановила. Ну как практически? Короче, за эту неделю я спала, наверное, только со среды на четверг более-менее нормально. Я легла где-то в 8:30 и встала в 8:30, это прям шикарно. Вот это прям мой режим, там где-то в 12 час ложиться спать и вставать в 8, 8:30. Вот, блин, мне так нравится. Сегодня я не знаю, что приключилось, ну, то есть с четверга на пятницу, да, ночь вот эта. Я легла вроде бы не поздно, но мне очень сильно вязалось, кстати. Я еще в 12:30 ночи пыталась там что-то вязать, даже повязала очень хорошо. В итоге легла в час, а проснулась в 11 часу. Я не знаю, как я столько выспала. И я проснулась, и нет бы, да, чувствовать себя какой-то там отдохнувшей, заряженной энергией. Вот нет же. Нет, я чувствую себя какой-то разбитой, убитой, какой-то, не знаю, вообще. По честности, жуть какая-то, как я себя чувствую. Плюс вот эти залегшие подглазники. У меня, в принципе, всегда немножко припухшие глаза. У меня какая-то особенность такая, возможно, наследственная, ну, не знаю. Вот у меня у сестры тоже такое. Вот постоянные вот эти вот подглазники, ничем их не исправишь. Скажите, может, вы знаете, да, какое средство, чем можно хотя бы минимизировать эти вот припухшие, да, под глазами веки. Или как они там правильно называются. Так что вот такая вот абы какая неделя. И повязалась у меня, ну, такое себе. Не сказать, что мало, но и не сказать, что много. Ну, из-за этого тупого, да, режима, не знаю, как его правильно называть, да, режима младенца, да, когда перепутываешь день с ночью. Но у меня были определенные обстоятельства. И мне просто пришлось, да, перейти на такой режим. Вот он, я говорю, вот как-то дал свое. Я хочу, конечно же, стараться восстановить режим. Мне и так со сном проблемы, мало что кошмары, так я еще зачастую не могу очень долго заснуть, потому что, ну, куча проблем, куча идей, всего роится в голове, ты их обдумываешь, естественно, не можешь нормально, спокойно заснуть. Поэтому хочу выбрать для себя какой-то определенный режим сна, ну, по крайней мере, стараться хотя бы, да, ложиться там, например, в 12 час, да, и просыпаться, стараться хотя бы в 8 часов. Мне кажется, ну, 7 часов это, блин, ну, выше крыши спать. Я же не подросток, чтобы там спать 10-11 часов в день. Ну, а теперь давайте перейдем на стол. Я все-таки покажу, что у меня навязалось. Это уже как обычно. Вот как обычно. Наболтала целую кучу времени. Думала, вообще будет, ну, вязовлог одного дня, там минут 10-15. Но я так думаю, что хорошо, если я вложусь в 30 минут. Скажите в комментариях, да, напишите мне, какие вам вязовлоги больше нравятся. Маленькие там по 10-15 минут или все-таки длинные, там больше 30 минут, ближе к часу. Как вам больше нравится? Мне вот, честно, нравятся больше длинные вязовлоги, поэтому и сама снимаю
длинные вязовлоги. А вы делитесь своим мнением обязательно в комментариях. Ну и первый, конечно же, кто у меня довязался на этой неделе, это лось. Так, надо выше камеру поднять. Не знаю, будет ли хорошо его видно. Вот такой красавчик. Полностью связаны все у него аксессуары. Но давайте я сюда сейчас вставлю коротенькое видео по полному его обзору. Сейчас немножко обговорю, что тут да как. Ну, а потом вставлю с музыкой небольшое видео. Специально снимала для шотса. Вот, что у нас тут? У нас тут навязы спицами. Ну, как, я не знаю, гольфики, наверное. Но они просто вот отдельно идут от ботиночек. Плюс у меня шортики. Я на шортиках вышила снежинку, точно так же, как в мастер-классе. Так, шарфик я постирала, он высох. А в принципе, наверное, тут уже остальное все было доделано, да. Шлеечки вот тут пришила, пуговички, не помню, были они в тот раз, по-моему, нет. В предыдущем вязовлоге, когда снимала, его показывала. Вязала спицами вот эти вот навязы, да, ну, или гольфы. Как мне понравилось вязать спицами из джинса. Очень круто ложится. Прям я не могу. Прям бомбически классно. Я вот теперь думаю, что мне надо со спиц что-нибудь тоже связать. Вот такое ощущение, что я это говорила в прошлом вязовлоге. Хотя, мне кажется, я не показывала вот эти вот навязы, потому что они у меня в последнюю очередь вязались. Вот. Короче, вот хочется себе что-то связать, какое-то плечевое, возможно, изделие спицами, да, возможно, какую-то кофту, либо кардиган, ну, что-то такое. Ну, кардиган, блин, не знаю, для меня слово кардиган это что-то возрастное. Я не знаю, мне кажется, это какая-то модель а-ля, там, я не знаю, для бабушки, для дедушки. Поэтому, ну, скорее всего, какую-то кофточку с пуговичками я бы вот связала. Из такого. Свитер, не знаю. Ну, в принципе, после стирки джинс становится мягким, но не знаю. Может, если спицы... Ну, вот я вязала спицами 3,5, да, и достаточно мягенько получается так. Не стоит колом, да, так. Не знаю, мне нравится. Возможно, что тут пряжа, да, как бы, ну, хотя белая она всегда, да, такая жесткая, немножко пожестче пряжа, чем любые другие цвета. Но вот здесь вот именно вот все мягенько. Поэтому, возможно, когда-нибудь в будущем я себе что-нибудь свяжу. Мне уже, конечно, хочется сейчас, но у меня столько планов, столько всего, что мне просто на это не будет времени. Опять разболталась, с одной игрушкой показываем. Так, не знаю, как сейчас, наверное, камеру как-то подниму и усажу этого лося, чтобы было его видно. Так, ну вот так вот выбрала ему местечко. Там у меня уже сзади новогодний антураж делала фотографии. Поэтому, ну, мне кажется, вот так будет самое хорошо. Так, дальше, что у меня навязалось? Я связала вот такие мухоморчики. Изначально я вязала вот такие мухоморы. Потом решила, почему бы не апгрейдить и не сделать вот такие вот. Не знаю, мне очень нравится, что получилось. Конечно, этот больше всего нравится. Такой классненький. Возможно, когда-нибудь выпущу мастер-класс, но не сейчас, потому что, ну, не вижу смысла. Мастер-класс на грибочек, мне кажется, сейчас уже больше новогодние будут заходить мастер-классы. Поэтому этот, наверное, уже мастер-класс останется до следующей осени. Ну, а если
у меня не будет чего вам, да, снимать в виде мастер-класса, ведь у меня по планам один мастер-класс в месяц, то я, конечно же, сделаю этот мастер-класс тоже. Вот просто я не знаю, у меня вот аист, да, мастер-класс по аисту. Вроде бы много кто и просил, но как-то по просмотрам я скажу, что не очень он. Поэтому вот я и думаю, что грибочек, наверное, не стоит, да, вылаживать. Лучше его выложить в сезон, когда он вам очень-очень будет нужен. Тогда, может, и просмотров будет больше. Ну, плюс я еще хочу сделать такой же маленький. Видите, он такой очень-очень маленький. Ну, не очень-очень маленький, а прям такой, ну, хорошенький. Прям для брелочка само то. Я хочу сделать еще такой, ну, может, боровичок, да, это мухомор же у нас. Что-то в этом роде. Так, хочу померить, показать вам. 6,5 сантиметров он. Вот. Такой достаточно хорошенький. Вообще, эти мухоморчики давно хотела связать, потому что они мне нужны были для гирлянды. И мне нужен был вот такой вот именно маленький размер. Вот все время такое ощущение, что я это уже где-то говорила. Ну, как будто бы видео уже такое снимала. Но мне кажется, мухоморы я вязала вообще, ну, как бы в выходные дни. Ну, в прошлое, да, там в субботу или воскресенье я их навязала. Поэтому, ну, скорее всего, не может быть. Это называется, надо снимать почаще, чтобы понимать, когда ты что снимала, и не забывать. Так, и у меня, естественно, что готова уже гирлянда, потому что я же грибочек, самый главный атрибут, придумала. Да, и вот, не знаю, как вам только показать. Вот такую гирлянду связала. Единственное, что мне надо еще раз порнуть листики. Они почему-то у меня очень сильно крутятся. Вот этот листик я вообще довязывала уже, когда полностью собрала гирлянду, потому что мне не хватило одного листика. Это 6-й листик, получается, в моей гирлянде. Так что вот такая красота. У меня листики чередуются с грибочками и с желудями. Вот. То есть... Не знаю, мне нравится, что получилось. Сейчас постараюсь разложить и как-то полностью ее вам показать на видео. Так, ну вот, я разложила. Сейчас вот так вам ее покажу. Вот. Единственное, что получилось, да, у меня вот тут вот чередуются желуди с грибочком, а тут 2 грибочка подряд. Ну и ладно, так тоже красиво. Эту гирлянду буду вот... как фон, да, на видео ложить. И плюс, вообще она у меня связана была для ярмарки осенней. Но, ну, давайте я про ярмарку расскажу уже после того, как покажу все свои готовые работы. Так, ну вот так, пока поставила камеру, и лось виден, да, и гирлянда видна более-менее. Блин, ну такая яркая, прикольно, да, смотрится, согласитесь. И сочетание оранжевого и вот этого оранжевого, вот это зеленого вообще... Блин, класснючее. Оно делает, вот этот зеленый, да, оранжевый делает очень-очень ярким. Гирлянда полностью связана из пряжи Yarnart джинс. Это же, конечно, не все, что у меня навязалось. Я решила из пряжи повязать Adelia Brilliant. Вот. Такая классная, по мне, так новогодняя. Я начала вязать шарики. Ну, в принципе, я шарики-то связала, но я хочу на шарик еще змейку связать. Ну, хотя вот так вот они достаточно даже полноценные, да, без змейки. Можно и так, как игрушку, можно пришить бусинки. Вообще будет, мне кажется, в огне. Хотя можно оставить даже вот так вот. И, конечно же, я решила связать сразу елочки, да, из этой пряжи. Вот голубенькая елочка и беленькую елочку. Осталось их только украсить. Мне очень нравится, что получается. Решила вязать только маленькие пока елочки. Ну, по своему мастер-классу. Пока большие делать не буду. Не знаю, мне кажется, маленькие более интересные, я бы так сказала. Ну, хотя большие тоже имеют место быть, особенно если большие елки использовать куда-то для интерьера. Буду, конечно, еще что-то вязать. У меня достаточно большие остатки этой пряжи. Вот, вспомнила, что хотела сказать по пряже. Укручу, думаю, что хотела сказать. Вот эта вот белая, она капец какая колючая. Такое вот ощущение, знаете, как нахрахмаленная, да?
Вот это, вот про эту пряжу, честно, про белую. Вот эта голубая совсем другая. Она очень-очень мягкая. Ниточка сама, вот такое ощущение, что она даже тянется немного. Вязать, конечно, из этой проще, чем из этой. Еще раз повторюсь, вяжу я крючком из этой пряжи 2,5. Пряжа Adelia Brilliance в 50 граммах 90 метров. Вот зеленый тоже такой, ну, как нахрахмаленный какой-то. Вот, а голубой, ну, прям просто в огне. Такая приятная пряжа, и мне кажется, она более даже, ну, более у нее этого пушка, вот этого серебристого. Так, ну ладно, будем довязывать, будем смотреть. Мне самое главное сейчас вот эти вот шарики доделать, потому что, ну, хочется уже увидеть образ, как получается, подходит ли моя змейка для этих шариков. Мне кажется, что это нет, моя змейка будет большевата. У меня не осталось в наличии ни одной змейки, чтобы просто хотя бы померить. Ну, та змейка, которая у меня на руку шла. Мне кажется, надо что-то меньше либо искать, либо самой придумывать. Так, ладно, это, конечно же, еще не все. Я рассказывала про совместник по вязанию у Натальи Бабко. В этом совместнике мы вяжем лисенка, и я уже прям достаточно много навязала. То есть я связала тело, полностью тело. Вот такой у нас хвостик. Честно сказать, вообще не просто было. Во-первых, сжатые сроки. На каждый этап дается 2 дня. Кому-то легко давалось, мне почему-то очень-очень сложно. Первый раз я связала ноги, мне вообще они не понравились, я их перевязывала. Набила я теперь их не слишком плотно, потому что когда я набила плотнее, мне показалось, что прям как-то дыряво. Поэтому я перевязала. Вот, и не знаю, 2 дня на этап, ну, короче, для меня это было очень-очень мало, вязала в ускоренном темпе, ну, слава богу, я справилась с этой задачей. Вот вчера целый день я вязала только его, вчера мне нужно было связать одежду для него. Сейчас тоже все покажу. Немножко еще только акцентирую внимание на лисенке. Здесь в ручках у меня каркас. В принципе, можно было во все тело, но мне и так он не просто давался. В принципе, мастер-класс очень-очень простой. Все понятно объяснено. Это я чего-то не знаю. Ну, понятно чего, да, с моим перебоем сна я немножко тупила. И, естественно, что поэтому мне тяжеловато он давался. Да и в последнее время, знаете, я заметила, что мне вязание лучше удается, когда я вяжу несколько игрушек сразу, то есть там, допустим, какую-то часть, да, там ручки связала у одной игрушки, дальше пошла другие игрушки вязать, потом на следующий день возвращаюсь к первой игрушке и дальше ей вяжу. А тут надо было прям быстренько вязать. Вот. Использовала пряжу я для ну, вот этих вот ручек, да, хвостика, детскую новинку, и первый раз ее начесывала. Мне кажется, прям неплохо получилось. Так, вроде бы все рассказала по поводу этого лисенка. Так, ну, поставить я его, наверное, не смогу, хотя у меня в обуви стоит стельки пластиковые, но если бы был каркас в ножках, конечно, бы он хорошо стоял, этот лисенок. Но пока не стоит. Так, у меня связался плащ, мантия, вернее, для лисенка. И связался... Так, куда же его положить? Так, ну, пускай вот тут вот лежит, да. И связался шарфик. То есть у меня будет лисенок в стиле а-ля Гарри Поттера. Мне такая игрушка очень-очень нужна. Я знаю даже, куда ее дену. Вот. Ну, пока выставлю на продажу. Вот. Потому что я все-таки думаю Гарри Поттера Гарри Поттером связать. Но если уже не получится, то вот это пойдет короче, для подарка. Вот. Мне нужно было обязательно связать к Новому году Гарри Поттера. Ну, а тут я решила, раз мы вяжем лисенка, можно было в любых стилях вязать, в том числе и в стиле Гарри Поттера. Я уже решила, мне нужно вязать в этом стиле, потому что вдруг я не успею связать обычного Гарри Поттера. В принципе, по этой схеме, да, голову не лисенка, допустим, сделать, а человеческую связать. Все, вам Гарри Поттер уже готов. Вот, так что, не знаю, мне нравится. Так, я примеряю, у меня тут все постиранное вообще-то и влажноватое.
Так что, единственное, шарфик-то уже, конечно, высох, а вот мантия, она еще сыроватая. Так что пускай сохнет. По мастер-классу у Натальи идет курточка. Ну, я связала мантию. Мне захотелось связать мантию. То есть там все вяжется по мастер-классу, просто для курточки вяжется меньше рядов, а для мантии больше. Вот и все. А по мастер-классу идет курточка с капюшоном. Все, убрала, пускай сушится. То есть мне по лисенку, да, осталось голову связать и все. Я думаю, что я успею, потому что сдать надо до 10 числа, до 8 утра, а сегодня только 8. И при этом я уже связала ушки. Вот, то есть реально только осталась голова. Еще что я немного повязала, это, конечно же, балаклаву для сынульки. Я уже сделала разрез для глаз. Единственное, что, ну, конечно же, тут лицевая гладь, и он начинает заворачиваться. Я думаю, что меня спасет вот здесь вот по вырезу обвязка столбиками, ну, крючком, да, столбиками без накида. Единственное, что только бы не стянуть все это дело, потому что разрез мы примеряли впритык ему, поэтому надо вязать. То есть, получается, я отсюда, наверное, от маркера вот столько уже подвигалась, когда вам в последний раз показывала. Ну, я так понимаю, да? Что отсюда от маркера навязала. Ну, не знаю. Вот, короче, такая у меня шапочка. Не помню, когда я вам последний раз показывала, ставила ли я маркер тогда, когда последний раз показала. Ну, вот сложно показать. Да, вот. Такая балаклава. Не знаю, как будет смотреться. Сейчас смотрится, ну, хорошо. Но еще вязать и вязать. Даже до закрытия еще вязать и вязать. Естественно, что я только для глаз делала дырочки. Вот столько у меня пряжи остается. Так что я думаю, что я управлюсь. Вложусь в один клубочек. Все-таки были у меня мысли, что вдруг мне не хватит, но в любом случае хватит. Я думаю, что надо было еще даже для резинки на шею, вот это вот на шее, да, делать отворотик. Ну, если что, я отворотик могу всегда потом в конце добавить. Уже полностью, да, снимала вязовлог и поняла, что не показала то, что я вязала вчера ночью. Я только собралась спать, думаю, сейчас быстренько чаю попью и пойду спать. А в итоге, короче, начала новую вязать игрушку. У меня осенило, и я попробовала кое-что навязать, но мне она не очень сильно нравится. Короче, я хотела поэкспериментировать с прибавками-убавками и сделать, ну, змейку. Но мне кажется, слишком углы, да, треугольные получились, и как-то, ну, не очень. Она смотрится, вот я глазки приклеила. Ну, мне кажется, такой себе. Лучше сделать просто, тут как ее... ну, такую, как спиральку, да, чтобы висела в виде хвостика, чем вот такое вот, потому что, мне кажется, ну, не очень. А как вам, кстати, такая змейка? Ну, мне кажется, не очень. Мне нужна была именно плоская змейка. Я каждый год делаю перед Новым годом символ следующего года, в именно вот такой вот форме. И я хотела вот что-то такое со змейкой поэкспериментировать, сделать. Ну, фигня какая-то, мне кажется. Вот это вот. Не знаю. Как вам? Тут, конечно, не знаю. Если личико оформить, может, лучше будет видно. Ну, не знаю. Мне кажется, такое себе, если честно. Пишите свое мнение обязательно в комментариях. Мне оно очень важно. Ну, вот такие вязальные продвижения у меня на этой неделе. Будем надеяться, что в следующую неделю я наконец-то войду в норму и повяжу хорошо, и по соцсетям не просяду. Хотя, по соцсетям я не просела. Единственное, что только один шотс выложила на этой неделе, но сегодня будет второй. Вот, и что я? И я доделала полностью мастер-класс по змею Аркадию, отдельно сделала от книги. Еще раз повторяюсь, змей Аркадий, это большой змей с полухлопковой пряжи, 98 сантиметров. Еще раз повторяюсь, я в прошлом вязологе про это говорила. 98 сантиметров он длиной. Он может принимать благодаря проволочному каркасу различные формы. Мастер-класс по этому змею есть в моей книге «Символы года. Часть 1». Но я хочу к Новому году, конечно же, сделать отдельно.
Мне нужно было немножко подправить фотографии, мне нужно было вставить ссылки. Короче, на этой неделе мне нужно было вставить ссылки и перечитать весь мастер-класс опять-таки. Вот. Я это сделала благополучно. Конечно, можно было уже и полностью его выложить, но. Мне осталось сделать обложку, сделать описание, и все можно выкладывать на Litres. Ну, надеюсь, на следующей неделе со основ все устаканится, я все продуктивно сделаю. Во, уже понастроила планы на следующую неделю. Вот прям я молодец. Так, еще хотела рассказать про ярмарку, да, говорила я в планах, да, что у нас 8-го, то есть сегодня, ярмарка в Полоцке. Долго я, честно, думала, и машина нашлась, и девочки меня звали, я очень-очень хотела поехать на эту ярмарку с одной стороны, да, чтобы там с девчонками пообщаться, чтобы поторговать, может, денежку поработать, подзаработать. Но у меня какой-то внутренний ступор был. Внутренний этот ступор с самого начала, когда только девчонки прислали, вот, что будет ярмарка. Не знаю, наверное, может быть, это именно подсознание мне подсказывало, либо подсказывает, либо у меня ум понимает, да, голова понимает, что, холодно, ярмарка на улице, палатки у меня нет. Ну, хотя как холодно, да, вот сегодня на улице +8. Но у нас моросит дождь. Что там в городе, да, 120 километров от нас, если там морозька, нету ли там морозьки этой? Ну, именно морозька, знаете, когда просто мелкий-мелкий поганый дождик идет. Терпеть его не могу. Что там, я не знаю. Конечно, девочки мне бы дали большой зонтик, я бы укрыла стол. А сама? То есть целый день под этим мелким дождем я могла заболеть. Сейчас сижу, оправдываю себя, почему я не поехала на ярмарку. Вот. Ну, то есть, во-первых, да, из-за погоды. Во-вторых, не знаю, не уверена была в продажах. Может быть, все-таки та ярмарка, хотя нормальная ярмарка в Смоленске была, чего, не может она мне сильно ступор делать, потому что нормально я там заработала, в принципе-то. Да, людей мало ходило, да, я там по большей степени сидела, это для меня такое себе, да, люблю движ. Может быть, еще из-за этого переживала, что я буду сидеть. Как бы в такую погоду уже не повяжешь и просто так сидеть под дождем, ну, тоже такое себе, согласитесь. Плюс еще, да, вот, даже если накроешь зонтиками, достаточно влажно, ну, накроешь зонтиками игрушки, да, стол, что и мысли бегут впереди слов, то все равно погода сырая, соответственно, игрушки будут влажные. Ну, это ерунда, с одной стороны, их можно пересушить. Но с другой стороны, ну, тоже такое себе, согласитесь, все-таки это вязаные игрушки. И еще один, да, минус за счет того, чтобы мне не поехать был, я посмотрела, что там порывы ветра до 4 метров в секунду. Мне кажется, это достаточно много. И мои игрушки там носила по всем улицам. Ну, я так думаю. Хотя, может быть, я ошибаюсь, и порыв ветра в 4 метра в секунду – это ерунда. Ну, я не знаю. Может быть, я специально искала причины, чтобы не поехать. Я не знаю. Вот как-то внутренне. Нет, не надо, нет, и все. Хотя вот, сомнений было куча. Вот просто, я не знаю, целый день, наверное, в среду, да. Я целый день ходила и думала, я хочу поехать, и я девочек подвести не могу, и с девочками бы пообщалась, и поторговала бы, и денежку бы, ну, хоть какую-то, да, там бы наторговала, и, и игрушки свои в Полоцке бы показала, хотя я там, ну, ни разу еще не была. Я там училась, кстати, вот, но на торговлю я, конечно же, не ездила. Вот, можно было. Ну, не знаю. Потом как-то вот думала, а потом вечером мне в голову, нет, я не хочу. И все. Мне прям как какое-то это, не знаю, как внутреннее сознание подсказало, нет, не надо, и все. Ну, и в итоге я не поехала. Не знаю, как бы сложилась ярмарка, как там девчонки сейчас торгуют. Надеюсь, что хорошо, и наторгуют и за меня, и за себя. Продадут все свои изделия. Удачи им, конечно же, большой-большой на ярмарке, пускай у них все сложится. Конечно, жаль, что в этом месяце больше
ярмарок не будет. Ну, по крайней мере, я не знаю пока, будут ли где еще ярмарки. Мне как-то удавалось каждый месяц хоть как-то где-то побывать. Ну, а в этом месяце получается, что нет. Ну, хотя кто его знает, может, где-то еще организуют. Но я говорю, уже вот начиная, наверное, даже с октября месяца на улице стоять с игрушками, ну, это капец. Капец, честно. Лучше в здании. Конечно, я понимаю, что в зданиях всегда ярмарки платные, но... Девчонки, а вы расскажите в комментариях, участвуете ли вы в такие периоды уже холодные в ярмарках на улице, как у вас получаются продажи, ходят ли люди вообще, покупают ли в этот период, в такое вот времени, вообще, как реагируют люди на мягкие игрушки, которые продаются с открытых столов на улице. У меня, конечно, был в голове вариант, что, может быть, просто в пакетиках поставить, но в пакетиках тоже сами понимаете, что ну, тяжковато рассмотреть игрушку. Но мне кажется, она привлекать так не будет к столу. Так что обязательно делитесь своими, да, походами на ярмарку, как у вас это бывает, как у вас все это получается. Мне очень-очень интересно. Возможно, если бы я до этого знала ваш опыт, я бы так не боялась и поехала бы на торговлю. Так, ну вот такая неделя у меня получилась. Непростая, как обычно. У меня не бывает обычно, да, легко все и просто. У меня вечно куча задач, которые очень часто просто слетают. Но планировать я не прекращаю. Ну, а на сегодня это все. Всем спасибо за то, что вы смотрели мое видео. Если вам оно понравилось, конечно же, ставьте лайки. Не забывайте писать комментарии. Я вам кучу вопросов задавала. Можете и мне задавать вопросы. Я с радостью на них отвечу. Ну, а на сегодня всем пока-пока. До новых встреч!